Все, что у нас есть, это время. У меня 1 секунда стоит 20 тысяч рублей. Поэтому, если я, например, покупаю iPhone, всего 5 секунд моего времени. А для кого-то это полгода работы. Душу продать за деньги, тело продать за деньги. Оно того стоит, но мне кажется, не очень выгодная сделка. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Игорь Владимирович, есть 2 вещи, которых все время людям не хватает. Это время и это деньги. Давайте сегодня поговорим о том, как распоряжаться и тем, и другим. В каком случае стоит менять свое время на деньги? Все, что у нас есть, это время. И все, что мы делаем, мы им как-то распоряжаемся, меняем это время на деньги, на удовольствие, на все, что задумаем. Мы можем поменять только время. У нас есть только время. Деньги, на самом деле, это эквивалент. Для простоты я дам такой пример. Например, если человек зарабатывает, вот в регионах я видел, людей 20 тысяч зарабатывают. Это означает, он меняет свое время жизни, вот все свое время жизни на 20 тысяч рублей в месяц. В год это 240 тысяч. Да, 7 миллионов за жизнь. Много это, мало, достаточно или нет, но если человек с этим соглашается, значит, он продолжает менять свое время за 20 тысяч в месяц. Мой день стоит существенно больше. У меня 1 секунда стоит 20 тысяч рублей. Поэтому есть 3 приема, которые я всегда использую, я всем рекомендую их использовать, и кто их знает, у того всегда есть деньги. И не только деньги. Первый пункт. Это нужно использовать время, и мы всегда его как-то используем. Стихийно сложившийся набор практик использования времени есть у каждого. Поэтому не буду особо на этом останавливаться, это номер 1. Пункт 2. Используй время правильно, по нужному курсу. То есть, если ты меняешь свое время не по нужному курсу, ну что у тебя будет? Ничего. И 3 пункт. Вот о 3 пункте я скажу в конце выпуска. Без 3 пункта бессмысленно первые 2 иметь, и ничего из них толкового не получится. А если деньги платят приличные, но работа при этом не нравится, и ты ее даже ненавидишь, что тогда делать? Тоже интересный момент. Вот смотри, в сутках 24 часа. Представим себе, что 8 часов мы работаем, и нам ненавистна эта работа. Вот даже очень ненавистна. Ну вот так, как ты спросил. Но ведь смотри, другие-то часы мы спим, кушаем, развлекаемся. Ну хорошо, 8 часов ты не очень тебе нравится, что происходит, а 16 часов нормалек. Ну такой баланс получается неплохой, да? Вроде как 2/3 времени ты счастлив, ну когда спишь, кушаешь, там развлекаешься, а 1/3 несчастлив. 1/3 это много или мало? Вот напиши мне в комментарии, да, готов ты терпеть и принять, что 1/3 жизни своей ты будешь мучиться, ненавидеть и жить вот в этом вот дерьме. Или тебе взять, например, и все-таки поменять твою работу, которую ты ненавидишь, на ту, которую тебе будет нравиться. Мы примерно разобрались, на что стоит тратить свое время, а на что стоит тратить деньги или не стоит тратить деньги. Я ничего не понимаю в этих денежных метриках, но зато все понимаю во времени. Я сразу измеряю, сколько это будет стоить на часы моего времени, работы. Вот. Поэтому, если я, например, покупаю iPhone, я сразу говорю: iPhone стоит 100 тысяч рублей. Дорогая покупка, да? Всего 5 секунд моего времени. Ну, я сказал, у меня 1 секунда 20 тысяч рублей. А для кого-то это полгода работы. И вот когда в очередной раз человек приходит и смотрит такой соблазнительный айфончик или там телефончик или еще что-то соблазнительное, да, и он такой очень вот это хочется, ему очень хочется, я еще раз говорю, перехочется. Когда ты в очередной раз, приходишь и смотришь что-то, соизмеряешь, измеряй это не в деньгах, измеряй это в своем времени. Смотришь покупку за 100 тысяч, и если у тебя 20 тысяч зарплата, значит, ты 5 месяцев будешь потом впроголодь жить, чтобы поменять свои 5 месяцев времени на эту покупку. Оно того стоит, но мне кажется, не очень выгодная сделка. Часто перед нами стоит выбор, куда потратить время, потому что время, оно конечно, в отличие от денег.
Мы можем потратить время на то, чтобы провести его с друзьями, с родственниками, как-то развлечься или же опять поработать. Как вот здесь правильно распределять и делать выбор? Если мы используем наше время для того, чтобы пойти побухать с друзьями, а потом 2 дня в похмелье, значит, там валяться и так далее, да, мы взяли 1 вечерок плюс 2 дня своего времени, поменяли на что? 2 часа эйфорического алкогольного опьянения плюс 2 суток вот этого вот значит, алкогольного там синдрома, значит, вот этого, да, с опохмелом, да. Вопрос, а выгодная ли эта сделка? И вопрос, почему мы раз за разом повторяем, подобную не очень выгодную сделку? По привычке или потому, что нас окружают наши друзья, которые постоянно втягивают нас в это. Но в это время были же и есть, всегда есть альтернативы, как распорядиться своим временем. Поэтому время нужно менять по выгодному курсу. Все, что у нас есть время, и на то, на что мы его меняем, должно нам приносить денег, желательно побольше, по более выгодному курсу, или радости, удовольствия, но без износа. И вообще, когда ты меняешь свое время на что-либо, следует руководствоваться очень простым, но эффектным правилом. Октодом называется. Окта — это 8. 8 граней. Физическое здоровье, внутреннее самочувствие, отношения в семье, финансовая автономность, понятно, деньги, да, отношения на работе или с бизнес-партнерами, взаимоотношения в обществе, репутация, то бишь, да, внешнее самочувствование, как ты себя ощущаешь, частью мира или вот такой один напротив всего мира, боишься, да? Ну и, конечно же, интуиция или чувство Бога, как я ее называю. 8 граней. На это следует разложить свое время в коробочки. И если ты поменяешь свое время на 1 грань или на 2, ты перекосишь свою жизнь. Например, те, кто меняет свое время только на деньги, то есть работают. Слушай, у них вообще нет времени на семью, на отношения, на внутреннее самочувствие. Они изношены, они как будто бы там белка в колесе. Разве это жизнь? В результате мы знаем очень много приемов, когда люди имеют очень много денег и очень несчастны, или больны, или все свои деньги, которые заработали, тратят на таблетки. Оно тебе нужно? А был ли у вас в жизни такой момент, когда вот был перекос чего-то, или работы, или еще что-то? Конечно, был. Это ужасно. Самое главное, когда перекособочено, да, вот изнутри себя ты никогда не видишь, что это перекособочено. Тебе изнутри кажется, что нормально. Но представьте, что вы на накренившемся корабле, корабль накренился, но у вас вестибулярный аппарат такой вот так выровнялись, и вам кажется, что вы стоите прямо. А корабль вот такой вот накренился. То есть ваш корабль накренился, и крен очень опасный, подчеркиваю. Еще чуть-чуть крен, и он начнет черпать, и вы начнете тонуть. Поэтому только третий человек, со внешней стороны, может дать человеку обратную связь, сказать: что-то, подожди, ты накренившийся, ты в опасности, да? Поэтому единственная возможность, ребята, окружите себя людьми, которые хотят, чтобы у вас все было чики-пики. Посмотрите, кто сейчас вас окружает, так называемые друзья, буханы, друганы, такие ненавистники, которые так и поржать им только, когда вы споткнулись, они такие: ха-ха-ха. Или это люди, которые хотят вас яркими, хотят, чтобы у вас все было супер, потому что, пойдя вот в этот вот крен, когда ты не можешь сам из него выбраться, тебе могут помочь только твои, близкие, кто хотят тебя ярким, здоровым, мощным, богатым. И вот еще что. Чтобы такие люди, как я сейчас рассказал, были бы вокруг тебя, на них следует тратить время. Если ты не тратишь время на то, чтобы оснастить себя такими социальными связями, значит, у тебя не будет таких людей. Значит, ты накренишься, черпанешь и пойдешь нахрен ко дну. Тот, кто выжил, кто-то был в сильных кренах, тот знает, насколько опасно это состояние, насколько невозможно из него выбраться, будучи один. У меня, например,
Я что-то чувствую, да, у меня дела идут под откос, там, что-то выпивать начал, да, курить, там, значит, отношения с партнерами ухудшилось, да, в семье отношения ухудшились. А я такой, если смотрю, все ли нормально? Да, все нормально, я все делаю, как раньше делал. Я такой, думаю, надо повторять это делать, наверное, надо сильнее повторять то, что я всегда делал. Я закручиваю все гайки, снимаю все там предохранители, еще сильнее начинаю топить, а все становится еще хуже. Ну и где-то вот в последний момент, когда мне уже было вот совсем хреново, мой проводник, мой напарник, мой партнер по жизни, Катя, моя Катя, она мне вот стала тем самым третьим человеком, вот третьим со стороны, она мне протянула руку. Все это время она меня терпела. Разве можно меня терпеть, когда я вот накренившийся и вот так вот, да, иду, ну все нормально, да? Да невозможно терпеть. Все разбежались. Только Катя одна осталась, и она такая говорит, дотерпела до того момента, когда оп! И сопроводила меня. Ну, давай так, не буду об этом рассказывать. Если, кстати, напишите, сделаю про это отдельный выпуск, потому эта тема действительно заслуживает отдельного выпуска. Если спросить людей, что важнее, деньги или время, большинство из них ответит, что время, конечно же. Но, однако, все в основном выбирают деньги и тратят свое время именно на то, чтобы заработать эти деньги. Почему так? Говорить о том, что время важнее, это социально желательный ответ. Но реально, искренне люди думают, что деньги важнее. И они готовы своим здоровьем жертвовать, готовы взаимоотношениям с близкими людьми, с теми, кого любят, жертвовать. Они готовы жертвовать всем ради того, чтобы добраться до денег. Потому что деньги — это символ успеха. В результате огромное количество людей стремится поменять свое время, да, даже самым рисковым образом, но так, чтобы дотянуться до денег. Вот и все. Поэтому на самом деле эта ситуация изнашивающая, она патовая, она в принципе, ну, скажем так, толкает людей на совершение глупого риска. Поэтому люди ходят в забой, в шахты, где метан превышает все там нормы, а люди идут, спускаются туда, и это ужасная трагедия, которая недавно произошла, и будут опять продолжаться эти трагедии до тех пор, пока люди будут менять свое время на деньги. Ну, как бы это следствие нашего воспитания. Хорошо, нас уже воспитали наши родители, хорошо, как воспитали, так. Но мы-то почему продолжаем воспитывать наших детей, что они готовы душу продать за деньги, тело продать за деньги, сердце продать за деньги? Почему мы так воспитываем детей? Выбор деньги или время отсутствует. Твое время должно стоить много денег. Вот результат. Единственный достойный. Если за твое время на работе ты получаешь гроши или копейки, это баг. Не следует тратить свое время на мало денег. Точка. Кусочек своего времени, тот, который предназначен для финансовой автономности, согласно Актодому, 8 граней, вот 1 из 8, 1/8 вот этого своего времени, 1/8, 1/8 я потрачу на деньги, чтобы иметь финансовую автономность, чтобы, да? И этих денег мне должно хватать, точка. Если мне их не хватает, значит, я иду и меняю работу, я уезжаю в другой город, я меняю профессию, но я не сижу и не скулю, что в этом городе шахтеров нет другой работы. Ребята, в другом городе, не шахтерском, есть много работы. Из этого шахтерского города, точка, я не могу уже. А я хочу все-таки перейти к третьему пункту, о котором заявлял в самом начале. Итак, используем время, правильно используем время, это второе, а третье — вовремя, правильно используем время, вовремя. От того, что у тебя правильные инструменты, правильные приемы, от того, что ты умный, от того, что у тебя есть все, что надо, руки, ноги, голова, от того, что ты владеешь всеми этими приемами. Но если ты не делаешь
правильный ход вовремя и профукиваешь свой шанс, то ничего не будет. Что надо для того, чтобы делать вовремя? Третий пункт. Для этого нужно расшаривать, качать свое поле интуиции. Вот иногда бывало, сейчас каждый поймет, да, такая ты вот ходишь, вот вроде вот так надо сделать, вот так, но интуиция подсказывает, что ни хрена. Опа, делаешь, как интуиция подсказывает. Срабатывает. Интуиция подсказывает нам через слабые сигналы, которые мы чувствуем, да, когда надо точно делать. И люди, которые используют свою интуицию, они делают вещи вовремя. Правило момента. Для того, чтобы не проебать момент, для этого тебе потребуется всегда держать свое интуитивное поле в хорошей такой активации. И вот еще что. Общество нам предлагает измерять успех в жизни тем, сколько у тебя денег. Это неправильно. Это не работает. И мой подход, который я использую сам и который я предлагаю вам и своим детям, он следующий. Я богат, если у меня очень много минут или часов, когда мне нравится, что со мной происходит. И я нищий, если у меня 2-3 минутки радости, а все остальное я скулю под забором. У меня свой подход. Интересно, какой подход будет у тебя теперь? Напиши мне в комментарии. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Не хочешь взять это, я так не думаю. Просто не слышишь эти слабые сигналы. Эти слабые сигналы. Учись слышать эти слабые сигналы раньше, чем увидишь их через травмы, страдания, разбитые судьбы. Раньше, чем все начнет разваливаться на части.